Не нужно ходить в лес за ягодами, чтобы понять, что Contract Wars, Hired Ups и Escape from Tarkov одной поле ягоды. Contract Wars в свое время была популярным проектом. Причина, как мне кажется, потому что она была легко доступная в сервисе ВК игры. Пока я играл в тюрягу, многие зависали в Contract Wars. Покинула она ВК в 2018 году. Якобы поддержка игры с помощью социальных сетей стала в разы сложнее. Но время шло, нужно было что-то менять. И тут в 2016 году в ранний доступ выходит Hired Ups от студии разработчиков Absolute Soft LLC. Поддержка прекратилась практически на ее стадии развития. И тут вопрос: зачем тогда было вообще ее выпускать, если вы так халтурно относитесь к своему детищу? Раз в 2 месяца выходили парочку пушечек и какие-то мелкие патчики, которые исправляли небольшие проблемы, но и приносили новые. И так все это длилось 2 года. В 2018 году Hired Ups стала практически мертвой. Спустя год, в 2019 становится бесплатной. Еще спустя 2 года, в 2021 появляется в Steam. На какое-то время им это помогло, удалось привлечь небольшую аудиторию. Но снова, повторяя ошибки прошлого, обосрались. Очень плохо регало выстрелы, кучу читеров и ничего нового. То есть, те ребята, которые играли в 2016, спустя 5 лет играют в ту же самую игру. Многие карты остались, многие пушки не добавились. На старте пытались как-то фиксить различные проблемы, бороться с читерами, но ничего нового и интересного не занесли. За 4 года бесплатного проекта ничего не изменилось, ничего не было добавлено, я не шучу. Посмотрите на меню 2021 года и под конец 2023. Все, что изменилось, это по какой-то причине убрали операцию. Контракты, оружие, режимы матчей, все то же самое. Вдобавок ко всему, медленный темп игры, но слишком быстрый ТТК. Как-то несовместимо. Если в колде быстрый ТТК и быстрый темп игры, и это кое-как работает, хотя мне колда вообще не нравится, но статистика говорит обратное. Дурачки находятся и покупают ту же самую помойку из года в год, то в Hired Ups такое совсем не работает. Но это скорее всего сделано для баланса прокачки классов. То есть, чем выше уровень, тем мощнее становится ваш класс. Меньше отдача, больше скорости передвижения и так далее. В игре донат присутствует, но он такой, знаете, даже стыдно как-то за него. Практически ничего интересного за свои баблинские ты не купишь. Даже шмотки на оперативников, те же самые, что и 4 года бесплатного проекта. Баланс на картах так и не завезли. Многие в свое время жаловались на дедматчи в порту. Карта слишком маленькая, и все убийства происходят на ближней дистанции. Сами оперативники не шустрые, медленные, как в Таркове. Оружие далеко не все заточено под этот режим. Hired Ups большая дистанция. Все-таки на других картах там прощается корявая стрельба, корявые передвижения, и ты со временем начинаешь получать даже удовольствие. Но все настолько скудно и скучно, что, поиграв буквально 3 часа, я вернулся, так сказать, в строй 2021, когда более-менее поиграл в эту игру. Это как путешествие во времени. Ностальгия, сказали бы разработчики. Зашел в Hired Ups и окунулся в 2019, а точнее даже 2016. Давайте я все это подытожу, и мы зайдем с вами в игру, чтобы уже в реальном времени поностальгировать. Очевидно, игра мертва, ничего ей уже не поможет, потому что разработчики практически на старте ее похоронили и даже не пытаются вернуть ее взад, хотя все шансы у Hired Ups были. Это был перспективный проект, как и в свое время Contract Wars. Со временем на поддержку забили, выпустили Hired Ups и снова на поддержку забили. Все свои силы отправили на Тарков, но Тарков это отдельная история, и там все тоже далеко не так гладко. В Hired Ups графика есть, она действительно хорошо выглядит, особенно локации напоминает очень сильно Тарков. Да, текстурки, конечно, уже привет 2007, но не забывайте, Hired Ups в 2018 году была с такой же самой графикой. Возможно и раньше, я просто записи более старые не нашел. Огромное количество оружия, которое ощущается по-разному. Взяв в руки калаш и сравнить с какой-то эмкой, разница колоссальная. Она ощущается совсем по-другому, и за это огромное уважение, но не уважение за то, что вы так все просрали. Бонусом ко всему мы можем накидывать различные модификации на пушки, прокачиваем оружие и становимся сильнее. Большое количество режимов. В основном они ради галочки, потому что пахнет однообразием. Сейчас же они получают какие-то копейки раз в месяц
месяц за продажу премки. Хотя, как сказал один грамотный человек, нужно было в Hired Apps привязать режим Таркова, чтобы это была одна цельная игра. Кто хочет постреляться, стреляются. Кто хочет повыживать, выживает. А из-за того, что на их плечах висит 3 проекта, приходится выбирать из того, что приносит больше денег. Очевидно, это Тарков. Ладно, хватит тут базарить. Давайте посмотрим уже на саму игру. Ну шо, приветствую вас всех в 2016. Не было пандемии, курс дол, ладно. В игре нас встречает интерфейс с таким вот красивым оперативником. Текстурки, конечно, уже выглядят печальненько, но тем не менее. Начнем по порядку. Слева вверху у нас штаб. Раньше здесь у нас была операция, за которую мы получали сундучки. Сейчас ее нет. И не знаю, есть ли она вообще. Вместо операции мы получаем бонусы за ежедневный вход. 3 дня в строю, ближайшие награды, редкая награда, и 30 дней в строю, легендарная награда. Мне такой подход на самом-то деле не нравится, напоминает какие-то мобильные проекты. Здесь у нас только висит выбранные контракты и статистика аккаунта. Статистика у меня не очень хорошая, КД 1.44, но я разбирался по игре, поэтому немножко фейлил. Сейчас на самом-то деле много задротов в игре, но как-то они играют печально. То есть даже несмотря на то, что я давно уже не играл в Hired Apps, зашел спустя практически 3 года и удалось позанимать уже первые, вторые места, понагибать многих чувачков. Да-да, не удивляйтесь. Следующее у нас идет это операторы. Здесь у нас есть 4 класса: штурмовик, разрушитель, снайпер и разведчик, а также владение оружием. У нас есть опыт. Как ползунок достигает 100%, мы переходим на следующий уровень. Что мы получаем на следующем уровне? В основном это новые пушечки. Для каждого класса они, естественно, отличаются. Многие из этих пушечек, конечно же, покупаются и за донатную валюту. Но, тем не менее, сказать, что это донатная помойка, я не могу, потому что он здесь чисто по желанию. Да и купить здесь особо нечего, чуть позже покажу. Есть комплекты, мы можем за бабосик приобрести еще один комплект, чтобы у нас был, допустим, во время матча, можно было сменить на какой-то другой. Это удобно, жаль, что стоит именно только за донатную валюту. Далее, нажав на настроечку нашей пушечки, я только ее приобрел, АКМС 1 уровня, мы можем накинуть модификации, а также увидеть ее статистику. Урон, пробиваемость, отдача и так далее. К примеру, убив 10 противников, мы переходим на следующий уровень. Далее нанести 1500 единиц урона бойцам противника. По-простому убить 10 бойцов противника только уже выстрелом в голову и так далее. То есть по факту ничего сложного в открытии. Новых модификаций нет. Нажав на оружейные моды, мы можем уже менять. Напоминает, допустим, какой-то Тарков. Почему бы и нет? Только там это сделано более дотошно. Сколько я там наиграл? Часов 40 на 50. Ты часов 30 сидишь только в менюшке. Пытаешься эти шмотки как-то перекинуть, чтобы более-менее укомплектовать. Здесь же быстренько зашел, накидал модификации, которые тебе нравятся или которые тебе доступны, и полетел дальше играть. Можно поменять боеприпасы, чтобы наносить больше урона, конечно же, и камуфляжик. В принципе, он выглядит очень даже достойно. Почему? Потому что, как в Call of Duty, мне не нравится. Там все горит, ярко, типа как красиво, не знаю для кого. Если тебе там обработка данных, это что у нас такое? Не знаю, что было с игрой, но продолжаем. Кстати, если что-то было впервые такое, поэтому, наверное, какая-то ошибочка или с серверами, или еще с чем-то таким вот связанным. В общем, что я говорил. Как в колде мне не нравится. Что там все яркое, все горит. Как раз таки больше подходит для школьников. Еще добавили даже Ники Минаж, ну ладно, окей, в Call of Duty. Хорошо. Здесь у нас все достойно. То есть настоящий мужской камуфляж. Это у нас как основное оружие можем выбрать. Так же само у нас есть как второстепенное. Это пистолет в основном, ревики и даже какие-то микро, типа узишки, обрезов и так далее. Тоже можем накинуть модификации, конечно же, накинуть прицельчики, что-то поставить, глушитель и все в этом духе. А также открыть, естественно, новые моды. Внешний вид. Как было много лет назад, так все и осталось. Не добавили вообще ничего нового. Меняется в основном только расцветка, но также обратите внимание на то, что даже текстурки. Здесь у нас мыло сплошное, причем очень печальное. А если взять такие штанишки, у нас все в HD, все красиво, как надо. Вот перчатки. И вот смотрите. Достойно, не? Еще один байт на то, чтобы приобрести себе шмотки. Но больше ничего нет. Вот все, что есть. На каждого чувачка, конечно же, свои шмотки, но они только вот в одном стиле, что печально. Тут у нас меняется что?
Грим какой-то, да? Да, Грим. Если мы нажмем на смену нашей компании, сейчас мы Бир, а можем стать Юсеком. Ну, кто играл в Contract Wars или даже то же самое Тарков, вы все прекрасно помните, что это за корпорации, чем они отличаются и так далее. То есть даже здесь у нас есть Юсек и Биры. В общем, сменив на Юсек, тоже есть какие-то шмоточки, но все очень скудно в плане того, что только по одной единице. Больше нет никаких шмоток. Далее, если мы перейдем на навыки, у нас здесь есть самая база этой игры. Это самое основное, естественно. Прокачивая нашего штурмовика, разрушителя, снайпера или разведчика, мы открываем себе новые, так сказать, пассивные навыки. Вот наша экспа. Экспу мы получаем с помощью контрактов, чуть позже расскажу. После того, как мы получаем экспу, в моем случае сейчас 20 тысяч было, мы можем приобретать себе пассивные навыки, как пример, скорость передвижения, либо минус отдача, либо плюс доп хп. Если мы перейдем на минус отдачу, обратите внимание, чтобы еще раз улучшить, уже на минус 16%, нужно достичь 30 тысяч опыта, так сказать, общего, или я так и не понял, как это работает, но примерно как-то так. То есть да, вы все правильно поняли. Чем дольше мы играем за определенный класс, тем он становится сильнее. Вначале у нас отдача минус 10%, а в будущем уже на максимальной раскачке минус 20%. Вот как пример на 10-й, так сказать, строчки у нас доп урон на плюс 10%. Я считаю, конечно, это очень много, но тем не менее. Новичкам будет сложно. Те, кто играет в эту игру часто или играли часто, у них, конечно, будет постоянное преимущество. Понятное дело, что многое зависит от твоих рук, это в первую очередь, потому что даже на моем уровне, 16-й, я чуваков раскидываю только так. Есть чуваки, которые играют хорошо, но их не так-то и много, по крайней мере, мне такие не попадались. А также у нас снаряжение. Для чего оно, я так и не понял, потому что заменять его нельзя, просто вот висит. Возможно, если я приобрету где-то аптечку еще какую-то, она здесь добавится, но я не нашел ничего, то есть вот нажимаешь и ничего не меняется. И напоследок на вкладке операторы у нас есть владение оружием, то что я говорил ранее. Естественно, бегая с пушечкой, мы открываем новые пушечки, только для определенного класса. Здесь мы можем выбрать, допустим, штурмовик и посмотрим на все оружие для штурмовика, либо, к примеру, снайпер. Все снайперские винтовки, которые доступны, а также второстепенные пистолетики. То есть, еще раз повторюсь, возможно, где-то ошибся до этого, новые пушки у нас открываются только с помощью владения оружием, не с помощью уровня. Уровень работает для навыков, как я понимаю. Переходим на важную часть, это контракты. Здесь нам добавили снабжение наемника. Не знаю, было ли до этого оно, но тем не менее. Что нужно делать? Выполнять контракты корпораций и получать награду каждую неделю. Контракты. У нас здесь есть 3 вида контрактов на разные корпорации. Kiba Arms, Tactical и Rus Tact. В каждой корпорации у нас есть свой вид оружия и свой вид ящичков. Прокачка этих корпораций очень долгая на самом-то деле. Допустим, выполнив контракт дефолтный, убить 2 бойца дроном, получим 1500 экспы на наш класс и 1500 церок. Эти 1500 экспы переносятся еще на Kiba Arms, допустим. То есть будет вместо 4500, будет у нас уже 6000 и так далее. Контракты у нас выполняются только 4 штуки, как я понимаю, в день. Здесь мы можем, допустим, если нужно прокачать Kiba Arms, мы выбираем корпорацию Kiba Arms и уже выбираем из списка именно под, так сказать, Кибу. Допустим, убить 4 бойца в голову. Но это такие контракты более легенькие, лучше брать посложнее. Это синие, по редкости, видите, они есть. Есть легендарные, редкие, необычные и обычные. Вот, допустим, необычный. Убейте 7 бойцов противника, используя трофейное оружие. Нанести столько-то урона гранатами. Травмируйте 12 бойцов противника. Вот неплохо. Можем взять один такой. Далее выбираем Rus Tact, тоже необычный. Ослепить, оружие с глушителем и подсветите 10 бойцов противника. В принципе, можно выполнить и получить уже, как я понимаю, ящик. Еще, кстати, обращайте внимание, что вот необычный контракт, именно снайпер выполняет этот контракт. Здесь у нас разведчик, здесь штурмовик, то есть обязательно обращайте на это внимание. Тут я взял для снайпера. Ну, раз уж так, то можем тогда взять еще тоже, наверное, для снайпера. Не знаю, если у меня глушитель на снайперке, надо будет посмотреть. Также можем перейти на Tactical. И здесь у нас следующее. Убейте 2 бойца противника, мортира, матч, с рычаткой и еще раз с рычаткой. Наверное, мы возьмем мортирой. Окей, подписать. Ну и один дефолтный от Kiba Arms, как пример. Пробежать 112 метров. Ну, просто убить 4 противника
выстрелом в голову. Здесь, по сути, все на контрактах. Вот эта база, мы ее выполняем и получаем опыт. Далее у нас идет рейтинг. Те ребята, которые разваливают всем кабины, супермощные и так далее. Вот есть КД 6, 3, 2, достаточно большой КД, естественно. У чувачков даже есть 7. Я нахожусь хрен знает где, но оно и понятно. Переходим на инвентарь. Здесь, в принципе, ничего интересного нет. Много из этого я уже потратил. Кстати, есть сундучок, можем его открыть. Нам выпадает барабанная дробь ПБС, кстати. Ну это на АК у нас. На снайперку не пойдет, по всей видимости. СКС, ну СКС у меня еще нет. Вот и глушитель. Как я понимаю, да? По всей видимости, да. Здесь мы просто смотрим на наш инвентарь, модули, краски и все в таком духе. Steam. То, что вы покупаете в Steam, сейчас навряд ли работает, я не знаю. И бартер. Это, естественно, обмен. То есть мы отдаем какие-то предметы и получаем 5000 монеток. Не знаю зачем, но окей. Следующая вкладка — это магазин. Новая в магазине. Премка. 250 рублей. За 500 рублей можно купить 2000 донатной валюты, плюс бонусом еще 500. Ну и какие-то шмотки. Как вы видите, их не так-то и много. То есть здесь у нас это типа как якобы новинки. Далее камуфляж. Тут у нас чуть больше камуфляжа, но тем не менее его очень мало, потому что эти камуфляжи уже были много лет назад и ничего не меняется. Оружейные наборы. То же самое. В основном здесь, как я понимаю, только краска. Написано оружейные наборы, я не знаю почему так, точнее модули. Должны быть, но я их не вижу, вижу только краску, которую можем приобрести. Ускорители, премка и набор бустеров. Валюта. Приобрести валюту, а также оружие. Тоже его очень мало, как для донатного, но тем не менее. Далее у нас есть кланы. Как они работают, честно сказать, я не знаю. Скорее всего, просто обычное получение каких-то сундучков на халяву, то есть ты выполняешь, продвигаешь свой клан еженедельно и получаешь какие-то ништяки. Я думаю, такой вот работает дефолт. Далее, мой аккаунт, никнейм, премка, ускоритель, счет и валюта. По настройкам здесь у нас есть игра, масштаб, можем делать больше-меньше, непрозрачность карты, размер элементов, угол обзора, кстати. Тоже интересно посмотреть будет, как оно работает. А также прочее. Графика, все стоит на ультрах, звук по желанию и управление тоже тут. Чуть-чуть чего-то есть. В общем, дефолтные настройки здесь присутствуют, но не скажу, что их супер много. Сохранить настройки. Возвращаемся в бэк. На этой вкладке мы можем пригласить наших друзей. Ну и по сути, по интерфейсу у нас все. Остается самое важное — это играть. То есть, нажав на эту стрелочку, у нас открываются карты и режимы. Если мы уберем какой-то режим, мы не получаем буст кредитов и опыта. Если мы поставим все карты, все режимы, у нас будет идти буст. То есть рандомная карта, рандомный режим, но зато с бустом. Мне, допустим, не нравится Deathmatch, потому что карты в основном дефолтные и их очень мало. И, по-моему, да, никакие карты вообще не добавили. Таиланд был давно, парк, Иран, стройка, ну, по-моему, да, все то же самое. Ничего не добавили. Окей. Я поставлю Team Elimination, мне он больше всех нравится. Все остальное можно убирать. Еще неплохой Gun Game. Это дефолтный, если вы играли, допустим, в Кэскин был. Впервые я поиграл еще в БФ-ку 3, где ты просто бегаешь, убиваешь чуваков и свапаешь свое оружие. Классный режим, но сейчас именно мне больше всех нравится это Team Elimination. Потому что вы играете командой против другой команды. Это круто. Но карт мало и режимов тоже мало. Допустим, там какой-то захват точки А хотя бы был бы дефолтный, хотя бы могли бы уже добавить. Но его, по-моему, тоже здесь нет. Короче, нажимаем просто играть. Матчи обычно находятся очень быстро. Не более 20 секунд. Ну, как было до этого. Возьмем сейчас, чтобы побегать, постреляться, штурмовика. Я как раз новую пушечку себе взял. Посмотрим, как оно все работает. Так, ну, прицел, конечно, не очень удобный. Как мне кажется. Да. Ладно, привыкнем. Карта печально, что выпала именно такая. Я хотел, допустим, поиграть на старой лесопилке. Там побольше фана. Люди какие-то играют. И как вы видите, что поиск игры тоже быстрый, поэтому можно так вот умереть красиво. Пока мы не заспавнились, можем выбрать себе гранаты разные приобрести, шлем, вот деньги справа вверху, зарабатываем и покупаем себе, так сказать, небольшие бусты в виде каски. Каска покупается один раз, нужно гранатку покупать каждый раз. А нет, каска тоже покупается почему-то один раз. Можно на QE таким вот образом посмотреть, выглядывать из-за угла.
Да, кстати, есть еще наши тиммейты тоже могут по нам дамажить. По картинке лично, как вы можете сейчас наблюдать, ну, вот локации, как по мне, выглядит очень даже достойно. Какой-то дым там есть, какие-то текстурки, само оружие тоже хорошо выглядит. Плюс стрельба тоже, она мне нравится, напоминает чем-то Тарков. Звук тоже немножко похож на Тарков. Единственное, что моментами, очень часто даже, я сказал бы, происходит такое, что иногда не ясно, как тебя убили. Помимо того, что оно плохо регает, бывает не ясно, с какой стороны тебя убили, как тебя именно убили. Ты просто бежишь, потом резко оп и упал. Типа да, такое тоже бывает. В общем, здесь наша задача это бежать к тем вот долларам и их забирать. Типа как аэродропы небольшие. Противник забрал аирдроп. Возьмем, допустим, давай теперь другого чувачка. Тоже купим. Деньги, кстати, как я понимаю, да, разные для каждого класса. То есть нельзя, допустим, зайти за снайпера, настрелять бабла и потом взять себе штурмовика условно. В принципе, нормально. Завалил его. Но стрельба действительно приятная. Тут даже есть различные эффекты по типу кровотечения или разные травмы. То есть я могу человеком перестреливаться. Если он меня убивает, но я нанес ему какую-то травму, он умрет от кровотечения, если не успеет похиляться, конечно. Эффект кровотечения длится недолго, но чаще всего этого хватает, чтобы чувака добить. Ёпта, а как он так выжил? Даже эффект хила, как в Таркове, то есть хопа. Ну, много на самом-то деле моментов схожих с Тарковым, поэтому... Вот он жирный, конечно. Ну, тоже каску тогда, ящик с бронепластинами. Не знаю, зачем он, но можем посмотреть. Что это вообще такое? Типа я их могу поставить, да? Ага, все, понял. Вот оно как работает. Вот как сейчас, допустим, я умер, получается, и даже не понял как. То есть примерно я понял, где стреляли, но, знаете, не как в КС-ке, допустим, когда там ты слышишь звуки, или в Warzone. Хотя в Warzone там ТТК слишком быстро, даже не поймешь. Ну, в общем, ты не понимаешь, когда по тебе стреляют. Ты просто можешь бежать и даже не понимаешь, что тебя убили. Ну, есть такие жирные, даже не понимаю почему. Даже как сейчас был пример, очень хороший. Очень слабый эффект, как по мне, когда по тебе стреляют. Нужно посильнее, чтобы тебя или трясло посильнее, или как-то звук, чтобы какой-то был. Хотя там тебе броню, да, допустим, снимают. Такого звука здесь нет. То есть хоп, и все. И тупо типа уже мертв. Минусанул! Минусанул! Собака! Может теперь разведчика побегать, постреляться. О, это снайпер, не тот? Вот разведчик. Работают наши минометы. Задержи огнем! Ладно. Кстати, и правда, я забыл, что здесь даже можно взять поддержку. Высаживаемся. И на клавишу 7 можем отправить пацанам сюрприз. То есть выбираем точку. Как выйти с ней? Как выйти, я не знаю. Куда-нибудь вот сюда. Минусанул! Минусанул! Ну, кого-то убил. Даже двоих, походу, убил. Минус турель! Так, и победа за нами. За медведями. Ну, первую карту мы сыграли. Задача выполнена успешно. После этого мы получаем наш КД. Вот убийств у меня 25, смертей 16. При этом мне показалось, что я очень плохо отыграл, если честно. Ну, тем не менее, вот опыта 2000 и так далее. Неплохо, получаем кредиты, получаем повышение уровня и покидаем игру. Кстати, еще нашивочки, да. Ассисты, киллы, лонгшоты какие-то там и так далее. И получаем достижение. 25 V-Task. Забираем сундук, открываем его, точнее ящик. И... ну, то же самое, в принципе, выпало. Окей, далее. Теперь я хочу показать именно карту Сара лесополоса. Точнее, лесопилка, лесополоса. Либо Таиланд, тоже хорошая карта. Вот, за кого-то мы здесь убить 4 бойца противника выстрелом в голову. Двоих не убил. Таиланд, окей.
Вот видите, сейчас эффект у меня как раз замедление. Threat eliminated. Тебе там подбили ногу или что-то типа такого. Enemy spotted. Threat eliminated. Тяжело, тяжело. Contact. Enemy Но. spotted. -1. Еще один. Козёль! И каску взять и полетели. Ёп, здорово, мужики. Ладно, возьмем снайперку. По фану, просто по фану. У меня 6 убийств. Чуваки сделали по одному, тут как это работает? Ой, что за прицел? Это жесть, как с ним стрелять? Threat eliminated. Уже так убить. Минус турель. Ой, что с прицелом? Я неужели такой прицел поставил? Очень-очень печально. И смотрите, да, у снайпера здесь есть еще какие-то акустический сенсор. То есть будем чуть лучше кого-то слышать. Привет тоже, Тарков. Но возьмем мы, конечно же, штурмовика. А тут снайперка такой себе. На этой карте можно, но это нужно с хорошим быть скиллом. Я таким не обладаю. Это враг? -1. Это враг. Еще один враг. Да, и эти звуки, то, что они кашляют, очень сильно палят. Да, блин, что-то мои чуваки слишком слабые. Давайте, ребятки, ну серьезно, ну я играю плохо, а вы еще хуже, чем я играете. Как это работает? Давайте, давайте, надо нагибать их. Ко мне. Captured the airdrop. О! Здорово, мужик. Уже поспать. Приляг. И какая-то еще слеповуха. Фу. Throwing flat. Здорово. И здорово мне. That guy over there. Забираем кэшик. That guy over there. Убиваем. И еще одного. Где-то здесь должны убить. Ты кого убиваешь? Вот, карта прикольная. И картинка прикольная. Но вот не боты ли это играют? Потому что они двигаются, ну, как боты. Вполне возможно, вполне возможно. Вот, сейчас мы очень медленные. Да, чувачки похожи на ботов, многие из них. Но не факт. Не знаю, может они просто так двигаются. Минус турель. Вот так сейчас меня убили. Даже не то, что должен был понять, где меня убили. Нет, не в этом дело. А именно... каска, видимо, работает... Пока мне не поломали. Все, понял. Окей, нормально, значит. А то, что просто упал и все, ну, типа, даже не понял, что умер. Не знаю, как это объяснить. Threat eliminated. О! Хорошо. Так, ну мы, кстати, уже догоняем. Точнее, обогнали, не догоняем. Enemy down. Минус турель. Enemy secured the airdrop. Выбили, не? Козёль! Ну, хоть его убил. Заказываем мы сейчас для ребяток подарок. Shell in enemy positions. Но! Ха-ха! Еще плюс 2, хорошо. Красиво. Ой, красиво. И некрасиво. Вот, чуваки, 4 килла, 3 килла, 3 килла. Супер, супер. Давай, братан, давай. Еще 2 килла, 2 килла. 1 килл, дайте 1 килл. Ой, хорошо, красиво. Вот и наша вторая победа. Юсек. Молодцы, чуваки. Получилось у них все-таки догнать. То начало было очень печальное. Ну и я вот сыграл очень даже неплохо. Несмотря на то, что я вообще в эту игру, естественно, толком и не играл никогда. Поэтому что я имею? То, что каждый из вас, если хоть чуть-чуть умеет стреляться, сможет спокойно в этой игре чуваков нагибать. Если даже у меня это получается делать. Хотя я сейчас в последнее время вообще не играю в шутеры. Ну, по моим роликам на канале вы можете это понять. Кстати, забираем ящик, что я сейчас играю в основном какие-то стратежки, там какие-то пошаговые бои и так далее. В общем,
На этом мы с вами закончим. Как-то все это подытожить, игра очевидно мертва. И навряд ли разработчики будут на нее обращать свое внимание. Поэтому Hired Ups просто остается в памяти тех людей, которые в нее играли. Что когда-то такая игра неизвестная существовала и неизвестной погибла.